Зачем делают фотографии космоса? Кто снимает звезды? Правда ли, что НЛО видели космонавты и астронавты, находясь на борту МКС? Почему фотографии космоса помогают изменить наше представление о всей Вселенной? Всем привет! С вами Финимор. Разделами астрономии, в рамках которых изучают, из чего состоят небесные тела и межзвездное пространство, какие процессы происходят во Вселенной, откуда она появилась и что с ней будет потом. Занимается астрофизика и космология. Одно из главных открытий конца 20 века в области астрономии – это экзопланеты. Это планеты, которые состоят из газа и вращаются вокруг другой, яркой звезды. До сих пор до конца неизвестно, как они появились и почему вышли на свои орбиты. В первую очередь интересуют экзопланеты, которые находятся недалеко от Земли и обладают всеми необходимыми условиями для жизни. Февраль 2017. Система экзопланет TRAPPIST-1. Одна из знаменитых экзопланетарных систем, которая включает сразу 7 таких планет. Она находится в зоне жизни, где тепла от звезды достаточно для существования на поверхности воды в жидком состоянии. В августе 2020 года обнаружили в созвездии Волопаса потенциальную экзопланету. Это похоже на Сатурн, газовый гигант. Европейские ученые тогда же заявили, что через 20-30 лет в галактике Млечный Путь откроют обитаемые планеты. Даже одна открытая планета в галактике со следами жизни, по их словам, позволит говорить о тысячах потенциально обитаемых миров. Для вычисления внеземных цивилизаций Млечного Пути американский астроном Фрэнк Дрейк создал свою знаменитую формулу – формулу Дрейка, в которой попытался определить все шансы для того, чтобы вступить с ними в контакт. 30 июля в США запустили аппарат Perseverance, который будет искать следы жизни на Марсе. В рамках астрономических наблюдений также интересны тела и явления, которые до конца не изучены. Черные дыры, квазары, темная материя, космические лучи и нейтрино, спектральный анализ. Каждый такой снимок или реконструкция из нескольких изображений помогают лучше понять, какие именно физические процессы происходят вокруг нашей планеты. Так кто же делает такие снимки? Пожалуй, самые основные источники – это космонавты и астронавты. Они снимают Землю и другие объекты в космосе во время своих продолжительных космических миссий. Сейчас это фото и видео с орбитальной станции МКС, а до ее запуска те, что были сделаны во время первых полетов человека на Луну. Август 2020 год. Фото с объектами, похожими на НЛО. Этот снимок опубликовал в своем твиттере российский космонавт Иван Вагнер, который находился на МКС. Я об этом говорил подробно в прошлых своих выпусках. На фото видна цепь из светящихся объектов, следующих друг за другом. Они попали в кадр, когда Вагнер снимал полярное сияние над Антарктидой. Информацию о своей находке космонавт передал в Роскосмос. Среди популярных версий называют метеоры, спутники или отблески иллюминаторов самой МКС. К примеру, по версии академиков РАН, Вагнер увидел группировку спутников Starlink компании Илона Маска. Что это на самом деле, остается загадкой. Иногда фото и видео космонавтов весьма необычные, что порождает слухи об НЛО, которые в конечном итоге рождают целые теории заговора. Самый известный – это лунный заговор, сторонники которой утверждают, что американские астронавты никогда не высаживались на Луну, что все 6 миссий космической программы «Аполлон» – это фейк, и сняты они в Голливуде Стэнли Кубриком. Кинохроники и фотографии не убеждают их в обратном. Считается, что все фото и видео сфабрикованы полностью или частично. В июле 2020 года в ЦИОМ провел опрос. Выяснилось, что в высадку американцев на Луну в 69-72 годах не верят 49% россиян. Еще 2% считают,
что Земля плоская. Интересно, но одна из первых публикаций с сомнениями насчет высадки вышла именно в США 18 декабря 1969 года в газете New York Times. Позже вышла книга математика Крайни «Разве человек высадился на Луну?» с расчетами, опровергающими такую высадку вообще. А затем подхватили и другие. «Мы никогда не были на Луне», Кейсинг, «Как НАСА показала Америке Луну», Рене. О лунном заговоре я вам как-то уже говорил на канале, во всех подробностях. Самые главные аргументы всех сторонников лунного заговора такие. Прыжки астронавтов по поверхности Луны выглядят так, как будто это происходит на Земле. Американский флаг не может развиваться, как на видео, ведь на Луне нет кислорода. На фото над Луной не видно звезд, хотя никакие облака не могли их скрыть. Тени на снимках лежат в разных направлениях или не видны вовсе, хотя источник света был всего один. С развитием технологий на фотографиях стали находить детали, которые можно трактовать как следы фотомонтажа и ретуши. Эксперты утверждают также, что уровень технологий НАСА на тот момент не позволял совершить подобный полет. Был и мотив для фальсификации. В 1970-е годы между США и СССР шла холодная война, которая сопровождалась гонкой вооружений. Так что показать свое первенство и передовые технологии в космосе было не только вопросом престижа, но и политической необходимостью. Так бы и продолжалось до сих пор, разрастаясь снежным комом, внося новые краски в теорию лунного заговора, если бы не случилось кое-что намного интереснее. В 2009 году автоматическая межпланетная станция ЛРО делала снимки с поверхности Луны, согласно условиям своей миссии, находясь на орбите. В этом моменте, скорее всего, все сторонники лунного заговора задержали дыхание, в ожидании, что будет дальше. Расслабьтесь и выдохните. Весь ваш лунный заговор оказался одним большим фейком. Не верите? Вот вам неопровержимые факты и доказательства. Автоматическая межпланетная ЛРО передала снимки с поверхности Луны, на которых было хорошо видно все лунные модули, посадочные площадки, следы астронавтов, тележек и роверов, оставленные членами экспедиции «Аполлон» в рамках своих миссий. Шах и мат, дамы и господа, приверженцы лунного заговора. Американцы были на Луне, и не один раз. Космические телескопы не такие большие и мощные, как наземные, зато позволяют изучить максимально удаленные от нас объекты, недоступные для земных обсерваторий или пилотируемых аппаратов. Они помогают открывать новые космические объекты, вещества и явления, а также намечать цели для будущих пилотируемых миссий. Первые летательные аппараты с телеоборудованием запускали в космос еще в середине прошлого века. Тогда же были получены первые снимки, сделанные ими. Август 1966 год. Первый снимок Земли с Луны. Фото НАСА. Снимок сделан аппаратом Lunar Orbiter 1. На фото видна поверхность Земли между Малой Азией и Югом Африки. Позже именно эти снимки использовали, чтобы определить места для безопасной посадки аппаратов миссии «Аполлон». Самые популярные – беспилотные телескопы, аппараты Voyager и Hubble. Они были запущены в рамках проектов НАСА и десятки лет передавали и передают изображения, находясь в открытом космосе. Январь 2015 год. Столпы творения. Фото НАСА. Самый известный снимок туманности Ореол, сделанный Хабблом. Зрелищное фото, на котором изображены скопления межзвездного газа и космической пыли. Это второй снимок, который Хаббл сделал в честь своего 25-летия. Первый был сделан в 1995 году. Свое название эта область получила благодаря тому, что здесь происходит формирование новых звезд. Май 2019 год. Самый масштабный снимок космического пространства. Фото НАСА. Коллаж из 7500 фото Хаббла, сделанных им на протяжении 16 лет. На нем видны 265 тысяч галактик в период от 500 миллионов лет после Большого взрыва
до 13,3 миллиардов лет после него. Но я вам уже говорил как-то, что не верю в теорию Большого взрыва. Для меня она звучит очень абсурдно. Что если взорвать автомобильный завод? По логике теории Большого взрыва должна появиться из оставшегося мусора новая модель суперкара. Вы же сами прекрасно понимаете, что звучит это как-то не очень убедительно. Верно? В мире действуют десятки астрономических обсерваторий, оснащенных мощными телескопами. Их задача – непрерывно наблюдать за видимыми с Земли небесными телами и участками Вселенной. А еще фиксировать необычные явления и объекты. Первые телескопы появились уже в 17 веке. Среди самых больших современных – это Хэби Эберли в США, Большой Канарский в Испании, Гигантский Магелланов в Чили. Самый большой телескоп в мире – Extremal Large Telescope ELT строят в Чили, в пустыне Атакама. У него будет зеркало диаметром 39 метров, состоящее из 800 шестиугольных зеркал в 1,5 метра, а изображение в 15 раз точнее, чем у Хаббла. На строительство планируют потратить 1 миллиард евро и завершить его к 2027 году. Апрель 2019 год. Первое фото черной дыры. Фото Event Horizon Telescope Collaboration. Главная астрономическая сенсация 2019 года – черная дыра в центре галактики Мессер 87 на расстоянии 55 миллионов световых лет от Земли, массой в 6,5 миллиардов Солнц. Чтобы получить снимки, создали Event Horizon Telescope ENT – виртуальный телескоп горизонта событий размером с Землю. На разработку проекта ушло больше 10 лет. В итоге ученые показали фото, состоящее из нескольких изображений, на котором видны тень и излучение черной дыры. Космические спутники летают на земной, солнечной или лунной орбите и фотографируют объекты космоса. Это помогает предсказывать погоду, пожары и ураганы, отслеживать масштабы техногенных катастроф и загрязнений. Также спутниковые фото используют, чтобы следить за соблюдением экологических норм при добыче ископаемых, строить навигационные карты по морям и океанам, отслеживать движение судов и айсбергов. Некоторые спутники используют для секретных съемок военного назначения. У них самое высокое разрешение. Декабрь 2019 год. Гравитационные волны над Австралией. Фото Виатерзон. Одно из визуальных подтверждений теории гравитационных волн, выдвинутой еще в начале 20 века. На снимках видны тонкие белые полосы, напоминающие рябь на воде. Это облака, которые образуются на гребнях атмосферных гравитационных волн. Они появляются в результате земной гравитации, которая действует наряду с гравитацией других объектов, больше Земли по размеру. Это изображение получено с австралийского погодного спутника Виатерзон. Июнь 2020 год. Фото Солнца с минимального расстояния. Фото ЕКО. Снимки от станции Solar Orbiter, которая вращается вокруг Солнца. Сделаны с расстояния 77 миллионов километров. На них видны многочисленные микровспышки, изучение которых поможет решить проблему аномального нагрева солнечной короны. До сих пор до конца не ясно, почему она обладает такой высокой температурой. Этот снимок был сделан к 17-летнему юбилею выхода аппарата Марс-Экспресс на орбиту Марса. Исследователи, работающие с ним, опубликовали фотографию необычной структуры, находящейся в южной полярной области Марса и похожей, по мнению ученых, на рождественского ангела. Это изображение было получено бортовой камерой High Resolution Stereo камера 8 ноября 2020 года. Разрешением фотографии составило 15 метров на пиксель. Совсем скоро наступит новый календарный год. Уверен, Новый год принесет нам массу новых и интересных открытий. Чтобы не пропустить их, вы знаете, что нужно сделать. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.